на войну вас никто не будет отправлять так, как вы зэки, кто вам доверит оружие. Что, свои есть деньги, то и покупаешь, нету денег, идешь в чем есть. Однократный случай, я сам лично видел, что командир наш застреливает, и там что как. По крайней мере, в нашем подразделении, ну, как батальона, у нас уже не существует батальон. Наших 200-х куча валяется, вообще куча. Очень много промусеяно, все поле наших 200-х. Всем привет, вы на канале Братья Яковлевы. Сейчас вы видите видео интервью, грубо говоря, с российским военнопленным. Мы с братом решили сделать серию видео, таких, чтобы показать российским военным, их родственникам, семьям, друзьям, что можно сдаваться в украинский плен, что ничего им не грозит. Тут сейчас вы увидите контакты проекта «Хочу жить». Поэтому, если у вас близкие, друзья, знакомые служат, либо вы сами служите в российской армии, вы не хотите умирать за интересы Путина, пишите в «Хочу жить». Также для тех, кто может как-то не верит проекту «Хочу жить» или еще что-то, я оставляю внизу свой телеграм личный, куда вы можете писать. Там лично отвечаю я, либо мой брат, Поэтому вы будете знать, кто мы, вы будете знать, что мы, вы будете видеть наши лица, и я уверен, доверия будет больше. Поэтому смотрим интервью. От украинцев попрошу лайк, подписка, поделиться видео. От россиян призываю вас, сдавайтесь в плен. Берегите свою жизнь, и вам эта война не нужна так же, как и нам. Только дело в том, что нам отступать некуда, мы дома. Поэтому чем быстрее вы поймете, что в украинском плену вам ничего не угрожает, тем быстрее закончится эта война. Все, смотрим видео. Еще добавлю. Также в описании к каждому ролику будут реквизиты Димы и Вовы. Димы Карпенко и Вовы Золкина. Будем пополнять их фонд. Деньги с этого фонда идут на выплаты нашим военным за то, что они берут российских военных в плен. Поэтому как-то так. Скидываем Вове и Диме копеечку, они будут рады. Все, смотрим. Первое, что надо уточнить, это твое добровольное согласие на то, что эти видеоматериалы будут опубликованы в интернете, их увидят. Это в каком-то плане формальность, но это надо людям понимать, что и все, вы смотрите, что мы тебя там не били, не пытали, что это, ты можешь отказаться и не снимать этого. Я согласен. Чтобы это такое, то есть слухи что мы вас там режем, убиваем, насилуем и все остальное, поэтому это важно уточнить. Расскажи, во-первых, про себя, кто, откуда, сколько лет, представься даже. 36 лет, родом в области, на улице. Ты тоже зэков, да? Да. А за что залетел? За кражи, грабежи. Там все кражи. Почему тебя это, как сказать, подвинуло тебя к кражам? Жить на что-то надо, платить не платят, очень не платят, трудно устроиться на работу, во-первых, судим, очень трудно устроиться. Сверхдержава. Ты уже не первая у тебя ходка? Не первая. Сверхдержава, богатая страна. И чуть она богатая. Нашему брату, кто сидел, никто ничего не помогает. Крутитесь как сами хотите. Заради интереса, ты видел, как живут в Дубае, Арабские Эмираты, которые нефтью зарабатывают? По телевизору, конечно. Да, и мне просто интересно, у россиян не вызывает ли диссонанс, как можно жить и как живут? Да, я не в курсе, если честно. Мне бы хотелось пожить хорошо, это честно. Там шейхи и все остальное, и люди, сами гражданины Дубаев живут. Расскажи, как, получается, ты попал сюда, на войну, как тебя занесло? На войну приехал полковник на лагерь, получается, город 2. Предложил нам такую я не знаю, работа, это не работа, отстраивать разрушенные постройки, их захоронение трупов и все такое, наподобие такого. Сразу нам сказал, что на мясо вас никто отправлять не будет, платиться вам будет все, зарплаты как положено. Мы сразу у него уточнили, не война, нет, на войну вас никто не будет отправлять так, как вы зэки, кто вам доверит оружие. Пацаны,
просто откажется, как бы деньги платят. Я думаю, обманывать не будут. А сколько обещали? Обещали 205 тысяч. Угу. Ну, Это много. как бы большая часть эти 205 тысяч никто не видел. А сколько тебе надо было отбывать еще? От года 4 года мне надо еще. Ну, это еще нормально, плюс-минус. А тебе говоришь, что закончится война и отпустят? Нас на год вообще и домой отпустят. А до этого, когда вагнера приходили, они какие? Вагнера еще приходили, я еще не сидел. А, так. Ты, получается, ты только сел, и тебя сразу мобилизируют фактически. Да, получается. Это получается, если тебя не на улице споймают, то в тюрьме довольно. Да. А есть вариант отказаться? Вариант есть, 10 лет тюрьмы. Отказ от службы. Не, ну это типа есть, говорят, статья, но по ней никто Да. еще, не знаю, залетал кто-то. по Вот ней? у нас человека забрали прям, получается, с полигона, забрали, он выклал видео, что как обращаются к нам, как к свиньям обращаются, и все остальное на мясо отправляют, его приехали, забрали вроде как ФСБ, насколько я знаю. Куда увезли, неизвестно. Ну, понятно. И что потом? Получается, тебя с лагеря сюда везут? Привезли нас самолетом, получается, на какой-то полигон привезли. Ну, как бы на полигоне тоже ошибка там не нянчились. Кто косячит там в ямах, ну, просто в ямах ни крыши, ничего нету. Сидели. Ну, Ну, там дождь, не дождь, пацаны страдали, били. Как бы. Потом вот с этого полигона нас перебросили уже туда. как я не понимаю, у вас до того, как вы приехали еще на передок, на саму войну, Да. вас еще там типа били, унижают и Да. все остальное? Да, потом... Но это типа было, тут важный момент уточнить, это было в формате вашей там, например, характер, знаешь, как в американской армии, котики, на тебя орут, кричат, унижают, ну, чтобы дух твой... Получается. Нет, оно получается как, если ты что-то отказываешься делать, тебя садят в яму. Ну, например, отказался ты, ну, не хочу я, например, идти, вот, например, на полигон стрелять. Все, тебя в яму садят. А у вас есть эта тема, там, мурчащие мужики? Нету тут? Нету, Нету. нету. А. Ну, просто думал, может, у вас там еще есть распределение даже тут минимальное. Нет, тут такого нет. А бить зачем? Просто типа физическое унижение? Да, типа Приструнить. того, типа того, чтоб слушались, понимали. И наподобие того. И что, долго тренировки? Сколько долго? Ну, 2 недели. Все. И что научили, да? Ничего не научили. Вообще ничего. Как вот автомат перезарядить. Всё. А какие-то там СВД, АГС, РПГ, гранаты? Ну, пацанам показывали, как стрелять. Я не знаю, как она называется, где это вставляется. Ну, кабачок РПГ. Ну вот, все, больше ничем не показывали. Как кинуть гранату. Все показывали. И что, 2 недели и сразу... 2 недели, и мы поехали, все. Через 2 недели, получается, мы первый раз выехали. А как одевали вас там на обеспечение? Ну, никак. Что, свои есть деньги, то и покупаешь. Нету денег, идешь в чем есть. Хотя родственники помогли или как? Нет, у нас, получается, как мы призвались, у нас губернаторские поддержка и еще какие-то 195 тысяч, как вспомогательные, получается. А, 295 тысяч нам дали. Ну, это тоже не сразу, но как бы они пришли через неделю, где-то полторы. Мы вот одевались, обувались на эти деньги. ну просто мне интересно, как в ваших одежде, ваши этих в окопах зимой сидеть. Ну, как, ну что, сам оделся, потом сидишь, никто ничего не дает. Никто вообще ничего. А ну, типа, а когда вот после самих тренировок вас, получается, не одели, не обули, не обучили, там еще пиздили, и вас кидают на передок. Ну, передок, вот кто загасился, никуда не пошел. Объявляют 500-ми. Это хорошо, если просто 500-м могут свои же застрелить. Да. Какого ну, застрелить в плане на передке их? Не, ну приезжают, как бы уже на базу приезжают, и там уже разбор полетов начинается. Кого видели, кого не видели. Все, кто был, кто не был, кого не было, как бы и он появился. Ну, это не однократный случай, я сам лично. В каком плане то там Ну, ты отказался, тебя застрелили. Просто застрелили невыполнение приказа.
И что, из-за этого ни бунты, ничего не поднимаются? А кто что поднимет? Ну, блядь, ему ответку дать, какую-то пулю. Да никто не даст ответку. Как бы ну, дадут ответку, перестреляют всех. Ну это чисто... Чисто Ну, я без этого, смотрел я так Штрафбат понимаю. фильм. Да. Вот, это ж тупо Штрафбат. Да, вот типа того что-то. Там был один из, который жил по понятиям, он же одного как раз в фильме застрелил, потому что тот отказался. И он, чтоб, ну, типа, в бою его грохнул и сказал, что типа как герой. У вас очень похожая ситуация. Ну, забирают все, документы, все забирают. А что вам, кстати, по документам дают? Кто вы, что вы официально? Кто? Ничего, ну, у нас, получается, идет как... кто у нас? Ну, стрелок, получается. Не прапорщик, а кто? Ну, вы рядовые все обычно. Да, вот рядовой. Все. То есть вот военный билет я держал вот так вот один раз, это когда мне его показали, я расписался в нем, и все. Больше ничего не... Но это делают специально, чтобы вы не могли убежать. Потому что если Да. вы убежите, вас на любом блокпосту хлопнут и назад провезут. Да, ну как бы были случаи, пацаны. Ну никто не хочет воевать. Как бы, многие там никто не хочет воевать и понимают, что нереально это воевать. Тем более необученным и все остальное. Ну и кому-то ну, нахер не нужна эта война. Не, ну вас же привезли, вы... А сколько ты, получается, воевал? В смысле, ну с сентября месяца получается. А, С сентября месяца я попал в госпиталь, получается, после первого захода. Вот я попал А что, дрон? дрон, ну меня. Дрон я попал в госпиталь. Скид был? Да, скинул гранату на меня, получается, мне покосило руку. Метко скинул? Ну, нормально. Ну, Ну, как бы я в госпитале чем дольше, и у меня как бы там знакомый хороший, я там подружился с пацаном, всеми там держался в госпитале как много дольше. А чтобы что ехать этот, сюда. дроны камикадзе видели? Ну, видели. Ну что, нормально не работают? Это притуле, спасибо. Хорошо работает. Да, да. У нас есть это, Хорошо работает. фонд Сергея Притула, это волонтер очень большой украинский, и также есть инициатива Федорова, там они собирают как раз на дроны камикадзе, чтобы Сейчас они и ночью будут бить. да. И Там уже бить некого. не, ну чтобы я не знаю, вот как ты оценишь уровень потерь, например? Ну, Большие, очень большие. Там очень большие. Ну, по крайней мере, в нашем подразделении, ну, как батальона у нас уже не существует батальон. Вообще не существует. Там был батальон, сейчас нет батальона. это за какое время? За 2 месяца. За 2 месяца? За 2 месяца. Ну, хорошо. Ну, более 1000 человек точно поклали за 2 месяца. Ну, просто прикол в том, что, как это скажи мне, уровень потерь у российской армии такой высокий, что все удивляются, как они, российская армия успевает их по достать. Ну, я так понимаю, что вами их закрывают. Вот, все, всех зэков набирают, вообще всех. Дальше больше, насколько знаю, сейчас вообще силой прям забирают, приезжают, грузят и возят. Хочешь ты, не хочешь. Все, мы спустились в подвал, получается, нам кинули 2 гранаты. Я закричал, что мы сдаемся. Все, нас зашли, связали, мы сдали сразу оружие, все склали. Вот по предыдущей товарищ что скажет, что там 2 погибло, да? Да, 2 наших. И в подвале еще наш. Да, ваш был один. Мы когда зашли в подвал, один ваш был. А как тебе вообще, кстати, вот тоже тебе вопрос, тебя не удивило? Ты заходишь в подвал и перед тобой фактически твой противник. Прям. И что, никто не додумался стрельнуть? Никто ничего. Открыть Мы не огонь. собирались как бы стрелять даже. Мы понимали, что смысла нет стрелять. Просто странно, что у вас там было не 2, не 3, не 5 человек, и никто, ну, типа, его не застрелил. Типа, в этом. У нас нету таких приказов как бы стрелять. Даже и пленных. А в чем вы на штурм? Как вас обеспечивают, что вы шли на штурм? Ну, результат штурма оценивается то, насколько боец подготовлен, обеспечен, мотивирован, морально, психологически, и ну, как вас обеспечили? Да ну как, никак можно сказать, никто ничего. Ну, сколько не... патронов дают? Патронов? 5-6 рожков нам дают патронов. Ну, только мало. Это очень мало. 5-6 рожков, а там, ну, некоторых вообще, вот этот раз пацана отправляли, вообще, у него ни бронежилета, ни автомата, ничего.
ни каски. Там все найдешь, мы сказали. Все найдешь там. У нас Вот ты видел, как ты там еще ситуацию опишешь? Что ты видел на передке? Ну, пока вы там шли, видели кого-то? Или вообще? какая Что ситуация? рассказывать? Наших 200-х куча валяется, вообще куча. Прям очень много прям усеяно все поле наших 200-х. Уже некоторые очень старые, прям видать, что 200-е. Гнившие, да? Ну, они заморожены, там, Ну, видать, да. что во льду прям все. А у вас в армии, ну там ты, например, сам лично не понимаешь, что у вас, ну тупо как при совке, знаешь, было, гнали на мясо, вот эти вот совковые мясные штурмы. Ну, типа, у вас не понимают, что у вас это тупо используют. Понимали уже, потом поняли, что нас просто используют, гонят как на мясо. Это все прекрасно, все поняли. Это как вот первый раз у нас штурм прошел, мы что поняли все, что мы идем на мясо. Нас больше никак. Как бы и сопротивляться смысла нет. Ну, начнешь сопротивляться, тебя застрелят, закопают, попавший без вести обед. Все. Не, ну, типа, у нас украинская армия, там, у нас тоже есть свои бока, потому что она отчасти совдеповская, как и российская, но у нас, типа, чтобы вот так, как вас, ну, это, ну, нереально. У нас за это сразу. А у вас, я смотрю, у вас массово. Ну, мы просто, я тебя что спрашиваю, потому что я там мы с братом непосредственно тоже участвуем, да, но мы также смотрим видео в интернете. И вот по вашему направлению, там, где вы были, да, там просто, ну, как ты говоришь, все усеяно трупами. Там дронами, пачками вас уничтожают. Дроны и все такое, вот арта. А насколько вот ты эффективно дронов оценил? Ну, как бы, дроны очень эффективны, я считаю. И отслеживают все это очень эффективно. А вы знали, кстати, вы знали, в какую вы войну идете? Ну, как бы догадывались. Не, ну вы понимали, что будет это там война, грубо говоря, развитая там в плане... Что такое? Что эта война будет дронов, что война будет... Догадывались, как бы все понимают, что сейчас дроны и все остальное, как бы по телевизору все видели. Все, что дроны и везде. Ну просто, ты не знаю, знаешь, ты не знаешь, очень много людей, российских военных, тупо не доехали до фронта, потому что их... На БТРах и на всего. Ну и плюс их накрывают сверхточным оружием. Это я слышал, много видео, что не доезжают. А возле вас было такое? Да, у нас БТР один взорвали, получается, дрон камикадзе. И получается, с этих вот 23 или 24 человека на батарее ехало. Большая часть 300-х, 200-х, что-то есть, но немного. Один дрон 20 человек? Да, на одном БТРе. А знаешь, сколько один дрон стоит? Ну, что-то много, я слышал. Не, 500, от 500 до 1000 долларов. Ну, это очень много, считаю. Ну, это не так много, как это, но типа да, есть деньги. А что вам, кстати, рассказывали про НАТО, про этот? Про НАТО как бы ничего не рассказывали. Ну, что помогает НАТО Украине от оружия и всем остальным. Ну да, да, это есть. Ну, вот это вот, что я слышал, что помогает. Просто есть международные нормы, и если страна обороняется от агрессора, то другие страны, не ввязываясь в войну, имеют право помогать той стране гуманитарным и военным. Ну, как Советский Союз помогал Вьетнаму в свое время, как Советский Союз помогал там другим странам, которые... Нам просто интересно понять мотивацию обычных россиян идти на эту войну и ехать. Мотивация. Ну, я не знаю. У меня вот была мотивация, что думал, приеду, тут что-то построю, где-то покопаю, заработаю денег, куплю хоть жилье какое-нибудь. Я не думаю, что мы их в расход пустим. Спрашивали меня, пустим мы их в расход или нет. До сих пор думаешь. Нет, в Украине- жить охота всем, честно. В Украине... Я имею в виду, что вы до сих пор думаете, что тут бы какие Вы эти... когда вы заедете на лагеря, да, там где пленные, то вы там офигеете от условий. Просто разница между Украиной и Россией в том, что Украина, ну, там богатая страна, ну, типа в плане отношения, в плане это очень, ну,
Типа, хорошо, и Украина придерживается международных норм конвенции. Это тоже, типа, и вы это там почитаете, и поймете, и почувствуете на себе. Ну, даже сейчас, ты в плену сколько уже? Третьи сутки. Третьи сутки, и, ну, типа, вас, ну, типа, ну, понятно, что к вам отношение будет соответствующее, потому что Ну, российская армия... Кормят, поят, не бьют, я ничего не говорю. Да, ну, типа, просто российская армия соответствующее отношение из-за тех трагедий продолжают. Вот буквально позавчера Россия сколько ракет запустила? 4-5 ракет по Киеву запустила, по городу, в самый центр. Ну, типа, и постоянно, я просто не знаю, знаете вы, не знаете, то, ну, то постоянно бомбят ракетами по всем, чем хочешь, и рассказывают, что это военные объекты, и все, что хочешь. Ну, я думал, Я слышал как бы, про военные объекты, что уничтожаются, запускают ракеты, якобы где снаряды хранятся и все остальное. ну, Только умирают дети и беременные, и пенсионеры. Навряд ли будет ребенок годовалый охранять склад Ну да, БК. это точно. И в центре Киева, да, или где? Или в центре Винницы, или в центре Чернигова. как-то вот, как вы видите вообще, ну, там, свое будущее дальнейшее? Какие у вас планы? Не знаю. Теперь уже не знаю точно, какое будущее дальше. Ну, как бы в России нет желания возвращаться вообще никакого. Потому что знаю, какие последствия будут. Судя по тому, как вас Россия меняет, и вы ей не особо нужны. Потому что она вас не хочет менять. И выгодно вас, потому что она почистила тюрьмы под ноль, оптимизировала бюджет тюремный, да, куча этих, кучу неблагонадежных гражданинов своих суда на смерть. И им это идеальный вариант для вас. Просто интересно, что, ну, типа, вы дальше, ну, у вас в Украине это, ну, по закону вас должны судить, как военных преступников, ну, типа, в плане того, что вы военные пришли убивать украинцев. Просто, ну, тут вам дадут выбор, чем вы дальше хотите, как сказать, как вы себя видите, еще что-то. Ну, вы можете, один из вариантов, это на украинскую сторону перейти, ну, к вам тут будет отношение не такое, как в российской армии, понятно, то уже вы сами будете решать. Просто у вас просто уникальная ситуация в том, что, ну, есть подтверждение, что вы там, как сказать, никого не убивали, не хотели убивать, и вы, типа, и так еще вам повезло, что вы выжили. Потому что со 100 человек, я говорил, 2%, это 2-3 человека только выживают. Просто интересно, что дальше вас ждет. Ну, тут надо, и вам надо тоже думать. Если, ну, так получится, что попадете на родину, то как вы будете, ну, ехать ли сюда опять, или на сон, ну, или обратно в тюрьму Да поехать? нет, сюда я точно не поеду, лучше в тюрьму пускай садят. Ну, тебе немного отсидеть, там предыдущему 16 еще, да. 17. 17, это, ну, 4 это лучше, чем смерть Ну, тупая. конечно, лучше жить плохо в тюрьме, чем... А ты знаешь вообще, как эта полномасштабная война началась? Вот это что СВО ихняя, как Путин войну объявил. 14-й год, когда российская армия оккупировала Крым, Донецк, Луганск. Ничего это вообще не интересовались? Ну а санкции, что в Россию санкции вводят постоянно? Санкции там постоянно какие-то. Ну, как бы, нам оно не интересно, вот эти вот санкции. Мы как бы не ездим никуда, нас не выпускают никуда. Дальше Российской Федерации мы точно никуда не выйдем. Ну, это с 14-го началось. Ну, да. Ну, а полномасштабка как началась? 24 февраля 22 года. Вот, тоже. Ну, я знаю, что наборы начались в армию. Ну, а так, как бы... Ну, то, что Россия зашла по 7 направлениям, физкальки, войсками, авиацией, начала в 4 утра, как вот есть. А я сидел уже, я, как бы, я уже сидел в это время. Да, там нету такой инфы никакой вообще. Ну, как бы, я вот говорил вам, что у нас на тюрьмах не везде есть телевизор. А у тебя красная тюрьма какая была? Да, они как бы наполовину у нас красно-черные такие. И красные есть, и черные. Как бы.
Это тяжесть или это какие там же у вас остались в России касты? Я так понимаю, тюремные или нет еще? Да, остались. Там Ну. все. И кто как сидит? Ну, как бы блатные Как? есть. А Есть ты красные. Я завхозом был. ты, можно сказать, приблотненный был. Не, ну красным я имею в виду завхозом. Ну, типа, просто интересно, типа, даже, ну, типа, не разбираются. Ну, извини, а воры идут, например. Честно, я их не видел ни разу, и врать не буду. Не видел в глаза их ни разу. Просто интересно, даже если взять тюремную эту номенклатурную, да, уешную тему, то это ж типа считается западло. За УЕ у нас тоже срок сейчас дают нормальный в России. Очень Да. нормально. Повторный только, да? Ну, как бы добавить могут к этому сроку. Что-то тоже от 10 лет стартует. Да. Поддержание воровских традиций. За УЕ просто десятку появят. Да. Десятку за УЕ. Ну, это ж типа можно любого приписать к этой... Арестантский Уклад уклад идет. Да, типа. Сейчас просто там вот, там где тебя взяли в плен, то там российская армия продолжает наступление, и там вот в день, ну, вам-то повезло, а кому не повезло, таких там до 400 людей каждый день ложат. Ну, не в том участке прям, а вот на протяжении линии фронта, где идет это наступление. Типа, там, ну, вы посмотрите видео, приедете, ну, там, которые публикуются в интернете открыто, то там посмотрите, сколько трупов лежит, и просто их не забирают там годами. Ну, вот, даже, знаешь, ты не знаешь, российская армия ж, в прошлом году дошла до Киева. Это я не слышал. Ну, они же зашли по 4-5 направлениям. 6-7 направлений было. Да. И просто-напросто дошли до Киева, и потом вынуждены были отступать из-за того, что у них не Потому что хватило. получили... Да, и вот, чтобы я понимал, были срочники, пацаны, которые, ну, внутренние войска ваши, которые со щитами, там были тоже ехали в колоннах, и они не знали, куда они едут, ну, большая часть реально не знаю. И их просто расстреливали наши в этих колоннах, как скот. Потому что молодые пацаны едет военная колонна, они среди нее, они типа должны, российская армия забирает село, они типа его там выходят и держат порядок, да. И просто многие эти колонны были разбиты, ну, некоторые там доехали до Киева, но потом все равно убежали под Киев. Вам это ничего не рассказывает? Я Про отступление великое, про отступление там с-под Харькова, Сум, Чернигова, с правого Херсон. Днепра. Я вот это Вообще не слышал. А что, да, ну ты тут же служил, и что вам ни разу не рассказывали, А кто тут что рассказывает? как российская армия трусливо Ну, в убегала? прошлом году Ну, были... российскую армию наоборот хвалят. Ну как можно хвалить ту армию, которая имеет бюджет военный в 10 раз больше, там, и мобилизационный, там, тоже просто 10-кратно больше, чем Украина, и она просто отступала. Отступают бросали и людей. Везде, много везде отступает и бросают людей. Вот в прошлом году Госдума, кто проголосовал, что Херсон является частью уже России. И в прошлом году они сбежали с Херсона. И сейчас Херсон, ну, я не знаю, ориентируешься ты в карте Украины, нет, то Ну, как бы, Херсон, ну, типа, освободили. И они теперь бомбят город просто. Ну типа, просто. В госпитале лежал, ну, женщины, ваши украинские женщины, ну, как бы плохо относятся к российским. Ну, как бы недовольны, что Россия здесь. Да. Так они там уже живут Ну. 9 лет. Они уже, даже если они вас не любят, то что говорить. Ну, чтобы ты понимал, всех мужчин с ДНР, ЛНР мобилизировали и как вас кидали на мясо перед российской армией. Они шли тупо мясо, потому что они граждане Украины, им никакие деньги, соцвыплаты, ничего не положено. Их кинули на мясо, погибли. Первые дни полномасштабки тоже многие. И все. Они там, мужчины, уже закончились.
там уже почти никого нет. Ты И бишь- начали набирать же потом очень активно Вагнер начал набирать зэков. Да, типа. И в Бахмуте, например, вот тактика россиян была какая у Вагнера, что пускали зэков вперед перед Вагнером, перед наемниками. Знаешь, Вагнер только был Пригожин, которого в России убили. И шли в зэки, сзади шли Вагнеры. И вот если зэки там доходили, типа Вагнер забирал. Если зэки умирали, брали новых зэков, сзади шел Вагнер, Не нужно их обнулял обнулять. всех, Да, не нужно их обнулять. ненужных обнуляли, а всех остальных типа. Ну а у вас как бы плюс-минус? А ты за Ну. командира спросил? Что? Ну, он у вас тот. Ну, Вы у всех одно и то же был командир. Да. Да, Может- можно что ты, может, хочешь сказать, обратиться там к Может, украинцам, увидеть к тоже. россиянам? А семья есть у тебя? Ну, брат есть, два брата. Два брата есть? Ну, Родные? Есть шанс, что я не поеду, если они не маленькие сильно. ну, пойму, что не Ну, пойму. когда Как бы у Нигерия... меня все родственники, вот кому я не звонила, как бы общаюсь с братом, и братовской женой. И братовская жена говорит, вас не пойму, там, говорит, не пойму, что творится, говорит, ну, куда вас отправляют, на мясо, что ли? Что, говорит, творится? Давай я, говорит, куда-нибудь обращусь, говорит, хоть, говорит. Я уже один обратился, увезли куда-то, хуй поймешь куда. Вот так вот. Ну, так он видео записал в интернет и обратился в интернете. Я говорю, не надо что обращаться, я говорю, как-нибудь полгода где-нибудь в подвале спрячусь дома, буду сидеть, но. Ну, можешь сказать, нет, смотри, просто, скорее всего, они знают, что ты там, пропал без вести, тебя так подадут. Видео выйдет, они его, могут посмотреть. Поэтому можешь, в принципе, им сказать пару слов, идти сюда, не идти, может, они мстить захотят. Да нет, я родственникам только одно пожелаю, воевать не сроду, не надо сюда идти, незачем. Есть кому воевать, пускай берут и воюют. Нам точно ничего не надо. Идти в мясо смысла нету. Ну, вот если даже не мясом, какая мотивация должна быть? У тебя или у них, чтобы сюда прийти? Как бы, я думаю, мотивации никакой не должно быть. Вообще никакой сюда, чтобы идти, какая мотивация. У меня, я думаю, она не должна быть сюда, мотивация какая-то. Ты так сладко говоришь, и я тебе говорю, потом скажут, что мы тебя заставим. Нет, меня никто не заставляет. Скажут, блядь, заставим. Пытали, били, а потом заставили. Как бы я насколько знаю, мне брат говорит, она мне нахер не нужна, это не моя война. Да. Мне для А чего? сколько у тебя ранений, получается, было? Было, рука, получается. Все. Ну, вот сейчас ранение. Сейчас на больнице. И что, братьям, родным, пусть обращаются, просят, чтобы тебя забрали. Или как? Ну, я не знаю, если честно, к каким отношениям Россия относится. Я не знаю, как забирать меня и для чего забирать, если на смерть опять отправлять. Смысла нет. Я не Ну ты им вообще звонил, Нет. объяснял, что не надо сюда идти, общался с ним? Конечно. Когда тут был, ты им говорил, что там идите сюда или нет? Нет, ну, как бы да, все братья в курсе. У меня старший брат, он мне говорит, нахер не нужна эта война. И это, говорит, не моя война. Мне говорит, Там 200 тысяч, по 200 тысяч это 2500 долларов. он и так неплохо заработал. Есть. У него как бы свое хозяйство в деревне держит много. Ну он, короче, не дурной, да, чтобы Да. умереть. Мне говорит, его призывали. Он приехал, у меня 5 детей, какая армия, вы что, говорит? Все. Ну, тогда что, будем заканчивать? Лайк, подписка. Да. Всем лайк, подписка, колокольчик. Спасибо, что пообщался. И думайте дальше над своей судьбой. Потому что сейчас, вот именно сейчас, кстати, момент, когда вы взяли в плен, ваша судьба в каком-то плане в ваших руках. Потому что в украинском, как это сказать, плену, хоть я это больше называю для россиян эвакуацией, больше вариантов на жизнь, нежели в российском. Потому что мы знаем, что в российском делают, к сожалению. Все, будем тогда заканчивать.